соседней дороге нам передали дело. Кража груза. В следственном отделе уже ознакомились с документами. Прошу вас изучить их и доложить мне в 16 часов. Есть. По всему, выходит, кражу совершили у нас. Ваше мнение, товарищ Леонов? Кража, по-видимому, совершена на одном из участков нашей железной дороги. Погрузка вагонов производилась здесь. А может, недогруз? Нет. Погрузка производилась комиссионно. Ну и что же дальше? Дальше? Дальше после погрузки поезд ушел со станции. По нашей дороге состав шел 2 суток. Имел 5 стоянок. На последней стоянке в Ултай проверялся оперативным заслоном. А по соседней дороге поезд шел только 50 километров, стоянок не имел. В Лосинку на станцию назначения вагон пришел утром и сразу был поставлен под разгрузку. Оперативно-следственная группа на месте обнаружения кражи установила, что преступники проникли в вагон через верхний люк и, совершив кражу, люк закрыли. Закрутка и пломба повреждены не были. Других следов преступления не обнаружено. Ящики вскрывались острым предметом, но, очевидно, топором. И верхний люк после совершения кражи был снова захлопнут. Будем передавать дело на станцию Ултай. У них была последняя стоянка, и поезд осматривался оперативным заслоном. Да, у них там в Ултае по картотеке было похожее дело. Год назад. Тоже кража. Тоже через люк. Не раскрытая. В деле собраны все перевозочные документы? Да. Ну, тут вот у меня... Значит, есть копия коммерческого акта, натурного листа. И вот так, и дорожные ведомости. Осталось еще запросить скоростимерную ленту. Александр Михайлович, я прошу помнить, кража неочевидная, очень хорошо замаскированная. Ее успешное раскрытие во многом будет зависеть от тщательной разработки всех элементов системы оперативно-розыскных мероприятий. Желаю вам. Есть. Так вы думаете, что эти 2 кражи совершены одной группой? Я не знаю. Способ-то один. А вот преступники могут быть разные. Знакомьтесь, следователь Сатаров. Сатаров. Леонов. Вот расшифровали скоростимерную ленту. Ну что, значит, все документы собраны? Да. Давайте начинать. Самое главное сейчас установить наиболее вероятное место совершения преступления. Кража ведь нелегкая. Удобнее всего совершить ее на стоянке. Значит, первое. Будем отрабатывать места стоянок. Ну, давайте смотреть документы. А вы посмотрите по дорожной ведомости. Так, поезд 2002. Станция отправления Белый Яр, станция значения Лосинка. Остановки: Муркаш, Ампарт, Городец, 755 разъезд, Ултай. По скоростимерной ленте было еще 2 остановки. Южный мост и Горелая. Значит, 7 станций. Ну, у Южного моста все поезда останавливаются перед светофором. Путь там по дамбе лежит, кругом вода. К поезду и подойти нельзя. Хорошо, осталось 6. На разъезде 755 работает один из наших доверенных. Человек он надежный. Если бы что заметил, сообщил бы. Ладно, учтем. Разъезд пока не трогаем. Но все равно опять 5 станций. Давайте посмотрим по натурным листам, когда поезд прибывал на эти остановки. Вы их хорошо знаете? Конечно.
Расскажите детально о каждой. Первая остановка Муркаш. 6 июля 18 часов вагон был четвертым от головы поезда. В 18:50 поезд отправился. На станцию Ампарт состав прибыл в 2 часа 40 минут 7 июля. Стоял почти час, но Ампарт станция тихая. Краж там давно не было. В 9 утра поезд был в городце. Состав переформировался, заполнялись новые перевозочные документы. Станция Горелая. Прибытие в 17 часов 30 минут. Стоянка 1,5 часа. 2 года назад здесь была раскрыта преступная группа. Человек, кажется, 12 проходили по делу. Некоторые уже отсидели, сейчас возвращаются. В 4 часа 27 минут состав пришел в Ултай. Станция Горелая и Ултай на территории нашего отделения. Мы их, конечно, возьмем на себя. Лесняк тут все знает. Да. Станция Городец тоже там. Ну, значит, мне остается Ампарт и Муркаш. Теперь главный план оперативно-розыскных мероприятий. Пиши. Первое. Разослать ориентировки по линейным отделениям транспортной милиции и по местам стоянок и соседние территориальные отделы милиции. Ну, потом, значит, инструктаж агентуры, доверенных лиц, проверка похищенных вещей по картотеке, проверка по картотеке лиц, состоящих на учете за кражи, значит, грузов. Ну что ж, остальное будет ясно на местах. По-моему, все. План первоначальных оперативно-розыскных мероприятий не был, естественно, полным и всеобъемлющим. Он давал лишь общее направление нашему поиску. Сказывал, с чего начать. Но самое первое, что нам нужно было сделать, это установить людей, имевших отношение к обработке вагона в местах стоянок. Разрешите? Да, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Девушка, мне нужна книга предъявления к осмотру поездов грузового парка. А что именно вас интересует? Поезд 2002. Минуточку. «20.02, 6 июля. Так, а где стоял поезд? Шестой путь. А кто обрабатывал состав? 2-я бригада смазчиков. Бригадир? Сизов Анатолий Иванович. А кто там еще работал? Бригада осмотрщиков Егорова. Они обрабатывали левую сторону. А правую? Бригада Степаненко. Простите, а кто там еще работал? Еще работала бригада слесарей Антонова. У меня все. Не буду мешать. До свидания. 5802. Людей опросите сами? Да. Но они гласной проверкой займется, Орлов. Еще что-нибудь есть? Я бы хотел посмотреть сам шестой путь. Там стоял состав. Может быть, что-нибудь и осталось. Хорошо. Только я все-таки думаю, что кража совершена не на нашей станции. Не знаю. Орлова ко мне пригласить? Инспектор Орлова к майору. Слезай. Испачкался? Да, нет. Ничего, привычно. Ну так вот, если кража совершена здесь, то могли остаться на полотне куски упаковок, там, пакеты от рубашек. Вот. А ящики картонные? Да. Ну, толстый, светло-коричневый. Картон с надписью «Венгрия». Венгрия.
А где стоял вагон? Да 4-й, от главы состава. 4-й. 4-й от главы состава. Да, 4-й стоял здесь. Возможно. Черт, что ли. Простите, товарищ Леонов? Прошу. Ваша бригада работала на 6-м пути, когда состав отошел? Да, целую смену там работали, все на 6-м. А состав этот как раз при нас тронулся, но там все было в порядке. Я лично ничего такого не заметил. Да и другие тоже. А то разве мы Так, хорошо. выходили? Хорошо, что Анатолий Иванович, случилось? спасибо. До свидания. Разрешите войти? Входите, входите. Садитесь. Один из судимых в прошлом за кражи, слесарь Борзенко, работал 6 июля с этим составом. Все время был на виду вместе со всеми. На всякий случай проверяем его сейчас через заверенных лиц. Другие подучетные в эту смену не работали и в грузовом парке не появлялись. Ну, с ними придется работать, пока не раскроем преступление. И еще. По нашей ориентировке на колхозном рынке задержан торговец из местных. Продавал рубашки, новые, прямо в пакетах. Так это не та фирма. К сожалению, другой предложить не могу. Наши люди в магазинах, на рынках, в местах возможного сбыта предупреждены. Названные вами вещи пока нигде не появлялись. Разрешите идти? Да-да. Алло. Да-да, это я заказывал. Ултай. Да слушай. Алло, Леонов говорит. Кто? Сатаров? Ну как у тебя там? Ничего нового. Да, у меня тут тоже ничего. Остался один ампарт. Угу. Ну, попробуем. Здравствуйте. Здравствуйте. Хор, который должен звучать близко, иногда даже как эхо. Проходите, пожалуйста. Благодарю вас. Можно сделать при помощи. Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. Спасибо большое. Угощайтесь. Благодарю вас. Ну, как жизнь? Нормально. Так, Что-нибудь случилось? кража. Вскрыли вагон. У нас в Ултае. Если бы знать где. На нашей дороге. Да у нас вроде тихо сейчас. Когда случилось? В июле. Поезд был на 6 числа, ушел в Лосинку.
Стоял на втором пути утром, около 5. Работали бригады Иванова и Арбузова. А что взяли? 4 ящика мужских рубашек, цветные в пакетах. Мужские костюмы венгерские, серые. У Арбузова в бригаде новенькой. Алешин такой. 2 июля он уже работал. Что за человек? Скрытный. Не пьет. Вроде тихий. Где живет? У нас. На поселке. В общежитии. Торопитесь? Обед кончается. Время. Ладно, решим, значит, так. Алешина этого посмотрите. Садитесь с ним, насколько возможно. Побывайте у него в комнате. Потом по вещам посмотрите. Могут всплыть. Сложновато все это. Старайтесь. Хорошо. До свидания. До свидания. Значит, проверка мест стоянок поезда ничего не дала. Да. Да нет, весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий, он проведен. Посланы ориентировки, опрошены и проверены оперативным путем железнодорожники по маршруту поезда, проверены лица, ранее судимые за кражу грузов, информирована агентура, но вот вещи краденые не обнаружены. Что? Так, что же дальше? Какие у вас предложения? Новая проверка только настораживает преступников. Они будут выжидать. Тем более, что куш взяли хороший. Нам нужно точно знать место совершения кражи. А оперативный заслон на станции Ултай работает плохо. Некоторые поезда плохо осматриваются. Не хватает Мы людей. предлагаем создать новый, мощный оперативный заслон, куда войдут наши сотрудники. Инспектора. Ну, внештатные сотрудники милиции и дружинники. Да, действительно, если ставить заслон, то такой, который будет работать. Однако ограничивать нашу работу одним заслоном тоже нельзя. Так ведь вся система оперативно-розыскных мероприятий, она... Ты подожди. Систему пока не трогай. Система будет исчерпана тогда, когда выведет нас на преступника. Они хорошо маскируют свои преступления. И я уверен, что эта кража у них не единственная. И демаскировать их может только заслон. Хорошо, они маскируются. Но ведь для маскировки тоже нужны условия. Какие? Думайте. Нужно время. Так, правильно. Для совершения кражи нужна длительная остановка. Еще. Место. Скрытое от постороннего взгляда место. Еще. Навык. Действительно, чтобы влезть на вагон, вскрыть люк, перетащить в надежное место и спрятать вещи, нужен навык, сила и умение. И также помощники. Значит, уже группа. А раз группа, это уже бросается в глаза. Значит, им необходимо. Нужно прикрытие, запутывание следов и отвлекающий момент. Так? Позвольте вам еще раз напомнить. Если система оперативно-розыскных мероприятий применена и не срабатывает, то виновата тут не система, а виновата наше невнимание. Так, ну и что будем делать дальше? Попробуем еще раз проанализировать перевозочные документы.
Так, значит, полный и четкий анализ документов с вытекающими отсюда последствиями. Что еще? Дай спичку. Вот, взял тебе, значит, паспорт. Значит, наша задача — пропустить через станцию ни одного вагона не осмотрено. Я, значит, вас уже предупреждал о том, что повреждения могут быть скрытыми. Поэтому прошу внимательнейшим образом осматривать каждый контейнер. Стенки, закрутки, пломбы каждого контейнера, крыш. Вот. Задание ясно? Поехали. Иван Николаевич, помнишь, я тебе говорил, что там было повнимательнее? Пожалуйста. Итак, все сначала. Почему же? Кое-что мы все-таки сделали. Теперь надо брать глубже. Тем более, что 2 стоянки поезда еще не отработаны. Да, 755-й разъезд и Южный мост. Разъезд. Там всего 20 жителей. Обходчик Ефимов, наш человек. Я с ним разговаривал недавно. Неужели он что-то упустил? Тогда Южный мост. Труднодоступное место, кругом вода. Потом мост круглосуточно охраняется. Тогда что же кража совершена не на стоянке, а во время движения, на одном из перегонов? Дай закурить. Уж бросили. Кто сказал? Пейте вода. Спасибо. Тем более, что для этого нужны определенные условия. Конечно. Ночное или вечернее время, малая скорость. Какие перегоны поезд проходил ночью? Сейчас. По переводчим документам состав ночью находился на перегонах Ампар, Городец и Горелая, Ултай. Были там замедление скорости? Надо опять крысименную ленту посмотреть. Вот тут он тормозит, замедляет ход. Километров 8 в час идет, как пешком. Так. Посмотрим 748 километр. Крутой подъем километра на 2, затем поезд набирает скорость. Это перегон через 755 разъезд. Все понятно. Пойдем к Сатарову. Угу. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, до свидания. Надо осмотреть не только перегон, но место стоянки поезда на разъезде. Я уверен, там ничего нет. Кнат! Какова там оперативная обстановка? В том-то и дело, что ничего подозрительного. Краж не было 10 лет, мужское население 8 человек, работают давно, судимых нет. Но зато разъезд — единственный пункт вблизи перегона, понимаешь? Преступники могли приехать на машине. Так тогда остались следы? Идем к Сатару. На что надо обратить внимание, осматривая перегон? Преступники могли потерять на перегоне орудие взлома и выбросить упаковку груза. Похищенные вещи могли спрятать в полосе отвода. Правда, там кругом степь. Сколько длится подъем? Да что ж ты дымишь-то? Подъем длится 2 километра. Ну, одним нам не справиться. Нужно бы еще 2-3 человека. Найдем. Эксперта вызывать? Да.
А что делать будем с разъездом? На разъезд я поеду сам. Осмотрю места стоянок, встречу с доверенным. В нашем случае преступники могли вообще не оставить следов на месте совершения кражи. Ну, во всяком случае, это место существует. Что вы предлагаете? Одну стоянку мы так и не осмотрели. Южный мост. Да. Вы думаете, там что-то есть? Ну, так кто-нибудь из вас знает, когда 20:02 стоял у Южного моста? Состав проходил этот перегон с 23 до 4 утра. Ну, значит, ночью и утром. Мост охраняется. Во всяком случае, нужно будет получше узнать о работниках охраны по ходу дела. Хорошо. Лесняк этим займется. Сатаров. Да. Сейчас будем. Наружных повреждений нет. Начнем внутренний осмотр. Да. Отпечатки пальцев, следы ног. Преступники могли пораниться и оставить Дай, следы пожалуйста. крови. Осмотреть все нужно очень внимательно. Тут ходили. Есть следы, но очень нечеткие. Да. Отщепы собрали? Да, вскрывали топором. Угу. Хорошо. Надо получить копии перевозочных документов. Пломба не повреждена. Отпечатков пальцев или следов крови не обнаружено. Орудий слома нет. Где был состав ночью? На перегоне Городец, разъезд 755. А на Южном мосту в котором часу примерно? С 2 до 3 часов. Но почему сразу Южный мост? Тот же участок, пролом тщательно скрытый и замаскированный. Но способ. Первая кража была через верхний люк, да? Дай-ка мне натурный лист. А вот и способ. Во всем составе не было ни единого вагона с верхним люком. Получены вагоны с лесом, углем, несколько цистерн, полвагона с контейнерами. Так что выбирать преступникам особенно не пришлось. Можно подумать, что им нужно было совершить кражу именно из этого поезда. Не остыл? Нормально. Но если они хотели попасть домой утром, ведь Южный мост находится невдалеке от населенных пунктов. Опять Южный мост. Ты взял данные о тех, кто работает там на мосту? Да. В охране там 8 человек, все работают давно. Вот график их дежурства за последний месяц. Угу. А кто работал 7 июня ночью? Там дежурил Болевич. Что он из себя представляет? Знаю только, что он долго болел, находился в больнице. Не работал почти год. А кто дежурил вчера ночью на мосту? Я еще не узнал. Узнать? Да. Южный мост нужно осмотреть. Тем более, что там сейчас остались следы. Многих осколков не хватает. Так вы предлагаете все-таки осмотреть Южный мост? Я предлагаю делать все как обычно по системе. Ориентировки, запросы, информирование. Однако Южный мост нужно осмотреть. Притом осмотреть негласно. И в конце концов, собрать же полную документацию, все данные о людях, которые там работают. Вчера ночью дежурил
Жуков. Болевич будет дежурить сегодня ночью. Хорошо. Осмотрим Южный мост завтра утром, вернее, сегодня. По пути послать ориентировки и наметить все остальные мероприятия. Да тут ничего интересного. Да, тут ничего нет. Ну и что вы предлагаете? Просмотрим всю линию до моста. Так, я думаю. Значит, ты просмотришь левую сторону. Хорошо. Мы правую. Пойдем. Если ничего не обнаружим, расширим зону поисков по всей охраняемой территории. У вас попить не найдется? Ну, чё надо? Водички. Чё? Вода не водка. Посмотрим. Много не выпьешь. Стеклышко на двери нет. Да, картонка. Угу. С водой завозился. На, пей. Ну что, припекает? Да, припекает немножко. Сколько времени? Скоро 9. Да. Снял пиджак. Жаркий день. Спасибо. А с поезда ему могли выбросить коробку с рубашками? Как долю? Что? Я говорю, будку ремонтировал Болевич. А живет он в Киршинске. Живет он в Киршинске. Так это в 50 километрах отсюда, вниз по реке. Оттуда на лодке можно доплыть прямо к Южному мосту. Вполне. Вот тебе и сообщники. А похищенные вещи там не находились? Да пока нет, но это можно узнать. Ага. Дано задание начальнику линейного поста милиции. Итак, значит, Киршинск. Да. Болевич Олег Васильевич. На учете не состоял, ничем себя не скомпрометировал. Ну ладно. Ладно, познакомимся с ним поближе. Через наших киршинских товарищей организуем тщательнейшую проверку. Кроме того, из 6-го состава похищено 6 коробок с часами. С часами полета. Ясно. Работала даже группа? Да вот их номера. Ну, пока прямых улик нет, понимаете, пока прямых улик нет, но ведь Понятно. кто знает, кто знает. Да. Резинт, лысый. Да. Счастливо. Счастливо. Но я не могу его больше ждать. Поняла? Смотрите, это дружок Болевича. Моторист в местном отделении рыбнадзора. Кстати, вот белье вешает, это жена Болевича. По сообщению нашего доверенного, она сбывала краденое. Сам Болевич сменяется в 6 часов. Думаем дождаться его. Значит, к 6.